Друзья, приветствую вас. Давайте поговорим о таком сигнале, который мы наблюдали на этой неделе. Его, конечно, все трактуют по-разному, но с моей точки зрения, то, что произошло, это можно назвать одним простым выражением – закат эпохи нефти. Но смотрите, сейчас вот появилась такая интересная статья, она на разных ресурсах фигурирует. Смысл ее следующий. Вот я взял то, что указано на Блумберге. Здесь это все преподносится под такой тематикой, как наиболее интересные активы для инвестирования и о том, что нефтянка может быть очень перспективным в долгосрочном периоде из-за того, что мы наблюдали такой апокалипсис с ценами на нефть. Возможно, да, в ближайшем, даже среднесрочном периоде нефтянка отскочит и вырастет очень хорошо. Но на что они ссылаются? Посмотрите. Ссылаются на то, что построили график цен на нефть с 1870 года. Перевели в реальные цены, то есть очистили от инфляции. И что они получили? Что на текущей неделе стоимость цен на нефть, она была дешевле, чем в 1870 году. Что это означает? Это означает то, что на заре, когда нефть только начинала применяться даже для керосиновых ламп, то есть использовали для получения керосина и освещения, эры автомобилизации тогда еще не было и в помине. Конец 19 века сражались электромобили и бензиновые и дизельные автомобили. Тогда еще было под вопросом, вообще, то есть как будет развиваться автомобилестроение. По электрическому пути на аккумуляторах или по нефтяному. И вот накануне своего развития цена на нефть была даже дороже, чем она сейчас, если привести к реальным ценам. При том, что средняя цена в среднем по нефти 46 долларов за баррель в текущих долларах США. И наиболее устойчивая ситуация с ценами была с окончания Второй мировой войны до конца действия Бреттон-Вуда, когда все было привязано к золотому эквиваленту. То есть тогда самая стабильная ситуация была с ценами на нефть. Ну, понятное дело, все было закреплено, все на золоте повязано, и поэтому все было так устойчиво. Ну и тем более после потрясений 30-х годов, 29-30 года, нужна была какая-то точка отсчета, которая остановит эти дикие колебания и беспредел. Но в 70-е годы все поняли, что привязка к золотому эквиваленту мешает развитию, и произвели отвязку. И после этого, когда стало возможно печатать деньги, начали расти все активы, включая нефть. И вот этот период с момента окончания Бреттон-Вудского соглашения в 70-е годы, он ознаменован колоссальным ростом всех активов, включая нефть. Итак, чем же примечателен, что нефть, она на этой неделе достигла тех цен, которые даже дешевле, чем были в начале появления нефтяной эпохи, то есть когда нефть стали активно использовать, она начала там котироваться, где-то продаваться. А вот смотрите, я думаю, здесь дело в следующем. Если мы возьмем абсолютно любой процесс, будь то создание компаний, будь то развитие рынков, там, становление империи или даже тренировку там, в спортивном зале и так далее, то всегда есть инициация движения, начало, есть пик, который достигается, и потом идет спад. И вот то, что мы на этой неделе увидели, цены на нефть, они оказались даже ниже, чем то, что было в начале нефтяной эпохи. Я думаю, это сигнал. Это сигнал того, что нефтяная эпоха, она подходит к своему завершению. Так или иначе, постепенно будет происходить отказ от нефти и переход на другие энергетические технологии. То, что мы видели, это по сути не просто там какая-то махинация, манипуляция с фьючерсами. Это два важных момента. Первый момент – это показатель того, что может быть, когда кардинально спрос не соответствует предложению. И второй момент – мы пришли к той точке, когда заканчивается нефтяная эпоха. Я думаю, что вот именно такая ситуация сейчас. Но, с другой стороны, в среднесрочной перспективе, то есть полгода, год, вполне может быть так, что нефтянка отскочит и вырастет. То есть те нефтяные компании, которые утрамбовали на протяжении там 6
месяцев, года, 2 лет, они вполне возможно будут расти и расти достаточно хорошо. Ну и считается, что бенефициарами восстановления, которое сейчас пойдет после того, как экономика запустится, перезапустится, будут именно развивающиеся рынки, особенно те, которые привязаны к нефти. Ну, я вполне допускаю такой момент, но надо понимать, что это дно, которое мы видели, не факт, что это дно, и, скорее всего, будет второе дно. Поэтому здесь как бы испытывать иллюзию, что вот сейчас купим и все, оно вырастет там в разы, в десятки раз. Такого, скорее всего, не произойдет. Ну и касательно текущей ситуации по нефти, запланирована в мае встреча ОПЕК, ОПЕК+, там Соединенные Штаты, наверное, тоже подключатся. Это будет новая встреча, которая должна в оперативном порядке решить, что делать с избытком нефти. Я вполне допускаю, что может быть это даже будет раньше. Это будет не начало мая, а уже на этой неделе или на следующей неделе будут какие-то видео-встречи и будут обсуждать, что делать с избытком нефти. Но смотрите, вот глобально текущая ситуация, если рассматривать с точки зрения nowadays сегодняшнего дня, вот этот вот обвал по нефти, он связан исключительно с тем, что кардинальное несоответствие спроса и предложения. То есть спрос упал на 30%, а сократили на текущий момент только на 10% производства, и поэтому такой расколбас он происходит. Но по другим оценкам сократили все-таки на 17 миллионов. Но в любом случае, если на 17 миллионов сократили, а избыток 30 каждый день, то есть набегает 13 миллионов баррелей каждый день, то, сами понимаете, этот навес он будет давить. Ну и также информация о том, что снижение добычи нефти даже в рамках принятых соглашений, оно не соответствует падению спроса, то есть упавшему спросу, и как низкий спрос отличается от текущей добычи. То есть это порождает избыток, который давит на рынок. И эта ситуация, она на текущий момент не изменилась. Но далее здесь есть достаточно интересное сообщение, что все-таки Соединенные Штаты, они планируют снизить на 710 баррелей, за весь год, за 2020. Но на самом деле, я думаю, это чересчур оптимистичная оценка, потому что очень много добывается сланцевой нефти, которая имеет дорогую себестоимость, и поэтому Штаты значительно больше этой цифры, я думаю, порежут добычу. Ну и вот о том, что избыточные мощности для хранения в основном сосредоточены в Штатах, и они, в общем-то, уже подходят к концу. И та ситуация с тем, что спрос значительно меньше предложения и мощности для хранения ограничены, они как раз и вызвали коллапс. Но сейчас вот этот коллапс, он значительно сократил добычу дорогой нефти, и в ближайшее время мы как вариант увидим стабилизацию цен на нефть. Хотя, опять же, обращаю внимание, она не допадала. Вот текущая цена по Бренту должна была на 15,5 остановиться. Хотя бы. Ну и сейчас по факту развития динамики ситуации все больше оценок о том, что не получится здесь быстрого V-образного восстановления, что подходим все-таки к великой рецессии и депрессии. И в ближайшее время, скорее всего, вот эти все негативные процессы, они разовьются. Ну и статья вот на фоне такого здания, где осуществляется выдача бесплатной еды в Соединенных Штатах. Вот Соединенные Штаты, у них нет такого резервного фонда, как у Российской Федерации, а еду бесплатно людям все-таки раздают. Так, давайте по поводу событий, которые грядут сегодня. 10:30 индекс деловой активности по Германии. Это существенно повлияет на курс евро, может повлиять, и на состояние мировых финансовых рынков, потому что Германия это мотор европейской экономики. Так, далее в 15:30 вот у нас будет важная статистика по США. Число первичных заявок на безработицу планируется 4,2 миллиона. Если здесь будет еще один всплеск, то скорее всего все посыпется опять. В 16:00 международные резервы ЦБ РФ, мы узнаем, сколько все-таки валюты тратится на поддержание курса рубля. И в 5 часов 17:00 продажи нового жилья в США. Вот здесь тоже будет, скорее всего, очень волатильно, потому что если жилье падает, это экономика в рецессии, а скорее всего она будет падать, и значение будет ниже, чем у них указано, 645
тысяч. Потому что все банки пищат, американские, о том, что ипотека находится в сильнейшем шторме. А у них вся продажа недвижимости, за редким исключением, это ипотека. Потому что ипотека в Америке, она позволяет значительно экономить на налогах. Так, и в 6 часов месячный ВВП год к году по России. Здесь нам покажут очередные интересные картинки о том, как все хорошо. Так, ну и Трамп ограничивает выдачу грин-карт и въезд в США. То есть он пытается рынок труда Соединенных Штатов зажать, сделать для американцев. Но это, в общем-то, извечная позиция республиканской партии, кою представляет Трамп. Это Америка для американцев. Или же доктрина Монро, так называемая, что американские интересы это две Америки, северная и латинская. В этом плане демократы, они более интернациональные, они ориентированы на весь мир. Так, ну и вот картинка в марте, какая была добыча по нефти. Лидер России, не считая Соединенные Штаты. И себестоимость, ну то есть сколько должна стоить нефть, это не себестоимость, а сколько должна стоимость нефти быть для того, чтобы в государстве было все хорошо. Вот для России это $42 за баррель. Сейчас мы находимся значительно ниже. Соответственно, все не очень хорошо. Но здесь самая сложная ситуация, конечно, у Нигерии. И здесь нету почему-то Венесуэлы. Вот в Венесуэле там тоже очень жесткая ситуация. Нужна дорогая нефть для того, чтобы государство успешно существовало. Ну и текущая ситуация генерит разговоры о том, чтобы разрешить отдельным штатам Соединенных Штатов запускать процедуру банкротства. То есть, что штат не может выполнять обязательства, которые на себя берет государство в рамках там выплат и так далее и тому подобное. То есть это делается для того, чтобы облегчить бремя финансовой нагрузки, потому что банкротство в Соединенных Штатах это процедура, которая позволяет в значительной степени распределить и сократить выплаты кредиторам. Ну то есть, по-простому говоря, это уход ответственности со стороны заемщика и облегчение его ситуации. Ну и вот касательно текущей ситуации, есть такое мнение, что возврат к нормальной жизни обернется катастрофой для фондовых рынков. Это будет связано, скорее всего, с тем, что скорость восстановления реальная, она будет не соответствовать ожиданию. А поскольку мы прекрасно знаем, что последние годы роста это по сути был надутый пузырь, то повторить успехи надувания пузыря на фоне того, что восстановление происходит не так быстро, как было запланировано, скорее всего, это будет маловероятно. И здесь как раз возникнет тот эффект, о котором я говорил и который я предполагаю, так называемое второе дно. Ну или может быть это будет первое дно, потому что, на мой взгляд, вот то, что мы недавно достигли, не факт, что это вообще первое дно. Это может быть просто первый толчок и проверка на прочность. Потому что реально первое дно, с моей точки зрения, это тот диапазон, который находится под 2000 по S&P. Вот. И мы до сих пор до этого диапазона так и не допадали. Поэтому вполне возможно, что вот это восстановление, которое сейчас, скорее всего, начнется, оно приведет к новому витку, потому что оно будет не в том объеме, как это ожидалось. Ну и касательно текущих прогнозов по золоту, что Банк Америка прогнозирует на основании своих экзорцисов, что монетарная политика текущая, которая началась, она приведет к постепенному и значительному росту цен на золото. Они видят в течение 18 месяцев $3000. Ну, вполне возможно, но на мой взгляд здесь очень важно будет, как мы будем преодолевать 1923, который является предыдущим хаем. Здесь вот от преодоления данной отметки зависит дальнейшее движение. Если она будет быстро и со свистом пробита и золото улетит наверх, то всецело согласен с доводами Банков Америки. Если там начнется толчение и начнется падение объемов, то скорее всего либо такого роста не будет, либо этому росту будет предшествовать значительная корректировка цен на золото. Так, друзья, все это новостной блок. Я думаю, здесь достаточно. По ценам сейчас отдельно поговорим. Спасибо за внимание.